Привет, единички второго расклада. И сегодня вам досталось, что готовит тебе следующая неделя. Давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем расклад. Итак, единички. Ну тут смотри, тут про твои отношения с одним человеком. Потому что, я тебе объясню, ты долго терпишь вот это определенное поведение. Молчишь, стараешься там не обострять, а вот на следующей неделе тебя прям прорвет. Но не в истерику, не в скандал, нет. Ты к этому по-другому подойдешь. Понимаешь, вот ты не будешь кричать, ты не будешь плакать, ты не будешь манипулировать. Ты вот просто четко и спокойно скажешь все как есть. И это будет твой новый подход. Вот раньше ты что делала? Молчала, да? Там, как сказать, терпела. Ну и- или взрывалась и потом жалела о том, что ты наговорил. И тут вот как раз будет третий вариант. Ты сама удивишься, насколько ровно у тебя все получится проговорить, все обиды. Энергия на следующей неделе, знаешь, какая будет? Когда ты устала вот бояться, не знаю, как по-другому сказать. Просто ты задолбалась бояться. Бояться потерять, бояться ответной реакции, неважно. Тебе надоело ходить на цыпочках. И ты просто поймешь, что так дальше нельзя, пора что-то менять. И тут не будет агрессии, это вот именно решимость. Вот знаешь, такая вот, как сказать, вот такая спокойная уверенность, что ты права и что ты имеешь право голоса. И это произойдет, знаешь, ближе к середине недели. Не в понедельник, не сразу, нет. Пару дней ты еще будешь с мыслями собираться, там слова формулировать, да? Ну, что именно хочешь сказать. И когда скажешь, человек реально офигеет. Он же привык к твоей другой реакции. Привык, что ты или молчишь, или наорешь. А тут ты спокойно, глядя в глазки ему, наглый объяснишь все. Прям вот, знаешь, как объяснишь так, что нельзя не послушать. Я вот не знаю, как это сказать по-другому. И это важно, потому что вот этот разговор, он задаст тон вашим отношениям на ближайшие месяцы. То есть это не просто разговор ради разговора, да, это будет точка отсчета. И после этого человек либо услышит тебя и начнет меняться, либо ты поймешь, что дальше тебе ну просто с ним не по пути. Но сам факт того, что ты это сделаешь, это уже победа. То есть ты перестанешь быть удобной. А причина какая? А потому что тут и по картам все понятно, тут не надо говорить. Ты о нем узнала кое-чего, да, что он скрывал. И это узнаешь ты буквально вот в ближайшие дни. Потому что кто-то тебе вот как бы проговорится не знаючи. Понимаешь? Но это не обязательно измена с этого человека. Нет. Это что-то поменьше, но принципиальное для тебя. Этот человек, он просто решил, что умнее всех, да? Что может делать одно, говорить другое и так далее. Что ты не заметишь, что ты там не узнаешь, что он двойную игру вел. Причем он сам себя убедил, что это ради общего блага и что тебя там расстраивать не нужно. Но это просто отмазка, когда человек гадости делает и при этом считает себя хорошим. И ты долго глазки закрывала свои.
Даже когда ты чувствовала, что что-то не так, даже когда тебе интуиция вот орала в твоей голове, что тут что-то нечисто, ты все равно выбирала не замечать, потому что так спокойнее, да? Проще же делать вид, что все нормально, чем разбираться с реальностью. Но на следующей неделе вид не получится делать. Делать вид, что ты ничего не понимаешь. Потому что, знаешь, факты вот эти, они встанут прямо перед твоим красивым носиком. И все. А что тут еще говорить? И это все толкнет тебя к действию. Ты поймешь, что ты пока молчала, терпела, он продолжал свое делать, что твоя доброта и вот это желание мир сохранить, оно просто сыграли с тобой же и злую Какой совет? Ну, знаешь, когда ты узнаешь правду, когда разговор вот этот состоится, у тебя, знаешь, большой будет соблазн снова с нуля новую жизнь начать. Без него. Типа, знаешь, вот я ему все скажу, он поймет, извинится, а я буду рулить им, да? Или я ему скажу, и у нас начнется новая жизнь. Понимаешь? Но так не надо. Не надо. Не надо сейчас ничего такого в голове строить, потому что ты сама себя обманешь. Ты же нарисуешь себе красивую картинку будущего, с ним или без него тут не важно. А потом реальность, она просто не совпадет с твоими вот этими фантазиями. Тебе будет еще больнее. Твоя задача на следующую неделю — это смотреть на то, что есть прямо сейчас. Не на то, что может быть, да? Не на то, что ты хочешь видеть, а на то, что есть на самом деле. Он говорит одно, делает другое. Это факт. Это факт. Ты это видишь своими глазами. Вот от этого и отталкиваешься. Не додумывай за него, не оправдывай его поступки там обстоятельствами, пролетом этого триатлас и вот этой, как его, как называется-то, Меркурий ретроградный. Бусурмане его побери. Понимаешь, не придумывай ему хорошие мотивы, которых нет. Люди себя показывают действиями, а не словами. И если он врал тебе раньше, он может врать и дальше. Но это не значит, что все пропало. Нет. Это значит, что ты должна верить тому, что ты видишь, а не тому, что ты хочешь видеть. Знаешь, еще одна штука. После вот этого разговора тебе захочется какой-то определенности. Чтобы вот сразу стало понятно, как жить дальше. Но так не будет. И не надо эту определенность себе выдумывать. Немножечко с выводами потерпи, посмотри, как он себя поведет вот после разговора. Не первые 3 дня, когда он в шоке будет, а потом вот через неделю, через 2. Вот тогда и ясно станет, стоит ли вообще что-то строить, продолжать. Понимаешь? Самое главное, радуйся, что ты нашла в себе смелость сказать правду. Тому радуйся, что ты там больше не молчишь, что ты себя уважаешь. И достаточно, чтобы, как сказать, не терпеть вот этого вранья. А это уже твоя победа. Понимаешь? Остальное приложится, не переживай. Сначала ты должна, конечно, просто побыть в этой новой версии себя, привыкнуть к ней, но не выдумывай ему оправдание. Это самое важное. И подписывайся на канал, и жмякай на колокольчик, и помни, что я с тобой рядом.